Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем сажать рассаду под специальную палку-сажалку. Такой инструмент в магазине не продается. Это подарок одного хорошего изобретателя. Здесь все просто и сердито. Рабочая часть инструмента выполнена из нержавейки в виде конуса. Разница между нижним и верхним диаметром примерно 1 см. Для жесткости конструкции здесь приварено усилительное кольцо. Также есть рычаг для нажимания ногой. А с другой стороны ручка для того, чтобы было удобно браться руками. Размер конуса примерно такой, как размер стаканчика с рассадой. Если у вас стаканчики будут маленькие, то соответственно конус нужно делать меньше. Длина данного инструмента примерно 1 метр 20 сантиметров. Но это сугубо индивидуально и зависит от роста пользователя. Для посадки рассады мы выкапываем такие канавки глубиной примерно 20 сантиметров и шириной по штыку лопаты. Расстояние между рядами 40 сантиметров. Земля для лучшей посадки должна быть влажной, но канавки только выкопаны, нижний слой еще влажный. Для того, чтобы она лучше липла, необходимо слегка притрамбовать, пройтись по канавке и сделать почву плотной. Помидоры у нас будут невысокорослые, поэтому расстояние между кустами примерно 30-35 сантиметров. Глубина посадки равняется высоте стаканчика, поэтому соответственно с этим сделан инструмент. Ров подготовлен и можно приступить к посадке рассады. Опускаем инструмент на землю в месте посадки, нажимаем ногой, сильно прижимаем до упора, чтобы весь инструмент зашел в землю. И поднимаем с комом земли стакан. В итоге получается такая симпатичная ямка, в которую влезет стакан полностью. Мы будем садить с корнем, поэтому сейчас аккуратненько разрежем стакан и опустим рассаду в ямку. Ком земли плотно сидит в инструменте, и его можно вытрусить, перевернув инструмент. Для того, чтобы контролировать расстояние между кустами в ряду, используем мерную палочку длиной 35 сантиметров. Прикладываем, и это будет следующая ямка. Дальше работу продолжит помощник, который еще не очень силен в этом деле, но вполне справится с этим инструментом. У нас сегодня на огороде семейный подряд. Один копает, второй садит, третий засыпает и поливает. Поэтому на следующем этапе будет работать наша мама Юля. Это вот рассада сладкого перца, желтый перец. Вот аккуратно выливаем со стаканчика перец. Перец у нас комом. И в ямку нашу подготовленную ставим вот так вот сладкий перец. И при этом хорошо присыпаем землей и вот так как бы трамбуем. Остаток земли со стаканчика можно высыпать наверх. Вот беру следующий стаканчик и опять же в таком вот положении сажу рассаду, хорошо засыпая перец. Вот у нас ряд рассады посажен. Конечно, земля очень сухая, потому что была бесснежная зима и сухая весна, теплая. Поэтому земля осыпается, пришлось брать маленькую лопатку и слегка почищать ямки. Но если земля будет идеально влажная и затрамбованная, то у вас все получится.
посадила желтый и красный сладкий перец, а теперь сажу ранние розовые великаны помидоры. Есть великаны низкорослые, есть высокорослые. Но я сажу низкорослые, потому что, чтобы не подвязывать, так как это очень много занимает времени, показываю точно так же в ямке, точно так же с корнем, в коме. Вытрушиваем аккуратно со стакана и садим в таком же положении. Вот так вот получилось. Вот такой получился ряд посаженных помидор у нашей хозяйки. Как видим, что этот способ универсальный и подходит как для огурцов, перца и помидор. После посадки рассады необходимо обязательно залить хорошенько все водой, потому что в корнях остается много воздуха, и вода его вытесняет, тем самым заполняя все поры землей. И вот не прошло и часа, работа сделана, рассада посажена. Все благодаря такой специальной сажалке. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как посадить рассаду специальной сажалкой, сделанной своими руками. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.